Народ, здорово, с вами на связи Александр. И сейчас я хочу перечислить вопросы, которые надо задать шароверам. Потому что как только появилась тема плоской Земли, видимо, кто-то подготовился и задали такие вопросы, которые якобы разоблачают плоскую Землю. Но практически на все вопросы уже ответили, а на какие-то вопросы мне приходилось делать опыты, и эти опыты разрушили эти вопросы, и практически на все вопросы есть ответы. Если не верить, есть тема «Чего» у меня в группе, ссылка в описании. Заходите, смотрите, где-то предварительный ответ, а где-то уже ответили. И там набор вопросов, и я также составил набор вопросов, верующим в сферическую Землю. И то есть на эти вопросы верующие в сферическую Землю ответить не смогут, потому что на эти вопросы есть ответы только у плоской Земли. Почему так? Почему верят в сферическую Землю? Это все в основном из уважения к старшему поколению, из уважения к отцам, матерям, бабушкам, дедушкам. То есть из уважения того, что они верили в сферу, верят тоже в сферу, но не проверяют. Люди не задаются вопросами, люди не задумываются. А я хочу, чтобы вы задумались и подумали самостоятельно, где вы живете. И теперь я перечислю эти вопросы. Почему в школах и других учебных заведениях не изучает современную теорию плоской Земли, а лишь насмехается над старой ее версией с 3 слонами и черепахой? Почему ось вращения Земли не совпадает с осью ее наклона, когда во всех вращающихся объектах природы эти оси обязательно совпадают? Проверьте волчок. Каким образом северный полюс Земли все время смотрит ровно на полярную звезду? И почему мы все время видим только одну сторону Луны? Это возможно лишь при идеальной круговой орбите Луны, которой, как вы знаете, из астрономии не может быть. Все орбиты эллиптические. Если Земля сферическая, то почему никогда не видна тень от Луны, когда Луна находится между Землей и Солнцем? Если гравитация способна превратить любую массивную глыбу в космосе в шар и объяснить вращение атмосферы вместе с Землей, да притом и притяжение к ней, тогда почему она не является основной для изучения всех физических наук и до сих пор очень плохо изучена, что никто не способен описать ее воздействие и воссоздать ее искусственно? Почему нет никаких новых исследований по ее изучению с проверяемыми доказательствами? Если Солнце с Земли на расстоянии 147 миллионов километров, то как тогда его лучи падают на Землю формой треугольника? А ведь это возможно только на плоской Земле, где Солнце летает не так высоко. Если с отдалением двух предметов друг от друга сила гравитации уменьшается, так как в теории Ньютона зависит от массы и квадрата расстояний между центрами тел, то как тогда атмосфера Земли, где гравитация наиболее слаба, не вылетела до сих пор в космос, ведь там вакуум? Как могли делать гипотезы с формулами ученые о падении тел скорости света в вакууме, когда вакуум существует очень непродолжительное время и сжимает в себя даже толстые металлические конструкции? Почему, если люди летают в космос, до сих пор нету ни одной настоящей фотографии сферической Земли? Если спутники висят там, то почему даже в самых современных айфонах и прочей суперсовременной аппаратуре нету функции просмотра территории со спутников в режиме реального времени? Зачем вообще нужны спутники, когда всю связь можно сделать без них? Как могут летать спутники и ракеты в термосфере, когда там температура выше 1000 градусов Цельсия? Если эту температуру замерили, то тепло передается излучением солнечной радиации, следовательно, любой корпус там расплавится. Почему, если Земля сферична, то никто и никогда не пересекал Антарктиду и ни один самолет в мире не летал через нее, когда многие рейсы в южном полушарии было бы удобнее строить через нее? Почему поверхность воды всегда остается на одном и том же уровне и никогда не изгибается, независимо от сосуда, а в невесомости шар воды дрожит?
Тогда почему у нас в водоемах вода не дрожит? Почему падающая капля воды принимает форму сферы, а не геоида вращения, когда большая масса воды не принимает форму сферы? Почему нигде, независимо от набора высоты, нету искривления горизонта, когда на сфере оно должно быть? Как может работать маяк на сферической Земле, если из-за наклона Земли его свет не должны видеть корабли? Как работают солнечные часы? Почему, когда в северном полушарии, например, в России лето, то в южном зима, например, в Австралии, когда в сферической модели Солнце освещает ровно половину шара? Если учесть ось наклона, то как возможно существование дня в Гренландии? Почему зимой ночь длинная, а летом короткая? Почему люди не хотят замечать то, что маятник Фуко доказывает неподвижность Земли и придумывает выводы не того, что показывает этот маятник? Почему Юпитер и Сатурн не первые планеты от Солнца, когда по законам физики они должны быть первыми? Почему вообще видно Сатурн на ночном небе, если он освещен всего 14 киловатт на метр? А также Нептун, который еще меньше освещен. Почему говорят, что у планет есть еще сила отталкивания? Кто это и как доказал? Зачем актеры, которых зовут космонавты и астронавты, снимаются под водой, а также во время параболических полетов в самолетах Zero G, чтобы показать так называемый космос и невесомость в нем? Почему под самолетом Земля не вращается, когда с набором высоты гравитация должна ослабевать, а Земля прокручивать? Вращение атмосферы вместе с Землей не доказано. В инерциальной системе отчета самолет должен взлетать с первой космической скоростью. Тогда почему этого не происходит? Почему самолет постоянно не наклоняет нос вниз, чтобы лететь прямо и учитывать кривизну Земли? Почему нет встречного ветра 460 км в час над вращающейся Землей? Как могут существовать одни и те же созвездия, когда вокруг галактики все звезды двигаются относительно и каждую ночь в небе должны восходить новые звезды? Как может полярная звезда на протяжении веков висеть в одном и том же месте? Что, планета движется со скоростью по такой же орбите, как и звезда? Почему геодезисты, летчики, бурильщики, архитекторы, нефтяники, газовики никогда не учитывают кривизну Земли? Почему все летчики и морские суда пользуются картами плоской Земли? Почему до сих пор не открывают настоящее строение атома, давая нам замкнутую модель Резерфорда, в которой невозможно взаимодействие? Если вокруг Земли летает огромное множество спутников, которые называют космический мусор, то как они не закрывают свет Солнца? Почему скрывает то, что реактивный двигатель не работает в вакууме? Зачем большинство иллюминаторов самолетов изогнуты по принципу объектива рыбий глаз? Зачем людям представлять настолько маленькую планету из иллюминатора, когда там ровный горизонт? Почему запрещены полеты на дирижабле, когда экономически их полеты выгоднее, чем самолеты? Нажимаем палец вверх, просматриваем видео до конца, нажимаем подписаться, нажимаем колокольчик.